Всем привет! Сегодня фильм «Стрингер», 2014 год, оригинальное название «Nightcrawler», «Ночной бездельник», «Ночной червь», режиссер и автор сценария Дэн Гилрой, в главной роли Джейк Джилленхол. В первый раз я увидела этот фильм года 3 назад. Он произвел на меня сильнейшее впечатление. В году так 2005 или 2006 на одном из телеканалов официальных почти каждый вечер шел новостной репортаж с места событий, который освещал несчастные случаи и что-то в стиле 600 секунд. Я смотрела, было интересно, но однажды был репортаж, как подросток упал с незавершенного строительства, упал с энного этажа на незавершенном строительстве. Никогда не забуду крупный план умирающего паренька, это был шок. Я подумала тогда, что это неправильно, нельзя поднимать рейтинги таким образом. Больше я эти репортажи не видела, а вскоре программу закрыли, наверное. Так вот, фильм примерно об этом. Там не освещали несчастный случай, это была скорая помощь. Оператор и журналист, ведущий, который был в кадре, просто ездили в карете скорой помощи. Там на самом деле обычно людям было плохо, вызывали скорую и показывали чисто медицинские кадры. Это, наверное, единственный такой случай, который я помню в этой передаче. Выпуск был классный. Возможно, это не для телевидения, хотя показывали всего лишь агонию, и это был не подросток, а строитель, просто молодой. Интересно, что работали ночью. На высоте работать ночью, я тогда подумал, что это странно. Но так делают. Кто такой стрингер? Этой профессии как будто нет, а люди, которые ею занимаются, вне закона. Их тоже как бы не существует. Их обвиняют в продажности и безмерном цинизме и называют стрингерами, словом не нашим, означающим стрелок или вольноохотник, а то, чем они занимаются, окутано романтическим героическим ореолом. Меж тем стрингерство – это войны, землетрясения, массовые беспорядки, плюс из нашего фильма преступления, убийства, авто- и авиакатастрофы. А стрингер – человек над событием, глаза и уши общества. Именно стрингеры показывают войну такой, какая она есть, со всеми ужасами. Именно их кадры и снимки больше других вызывают отвращение к войне. Благодаря стрингерам все скрытое становится явным. Они снимают под пулями, им разбивают камеры, их избивают и арестовывают, и называют волками-одиночками. Это то, что я нашла в интернете. В данном определении стрингерство присутствует налет романтики и авантюрного героизма. Позиция авторов фильма по отношению к главному герою и стрингерству в целом мне показалась негативной. Что меня удивило в этом фильме? Оказывается, в Америке воруют металл, чтобы потом сдать и заработать. Почти как у нас. Сюжет. Молодой человек Луис во времена очередного кризиса зарабатывает сдачей ворованного металла. Сетка рабица, чей-то забор, люки дорожные. Но однажды он проезжает мимо автоаварии и видит, как некто снимает все на камеру. Несколько вопросов оператору, и Луис понимает, что на этом можно зарабатывать. И он становится стрингером. С точки зрения морали, главный герой – законченный подонок. С позиции сегодняшних реалий он то, что надо. Деловая хватка, четкое видение конечной цели и путь к этой цели по головам тех, кто в одной связке с тобой. К черту морали, нравственные принципы, они для слабаков. Цель оправдывает средства. Именно так рассуждает наш герой. Дело в том, что он изначально преступник. Он ворует металл, это первое, что нам показывают. Человек не отягощен моральными принципами, у него нет работы, потому что его никуда не берут. Однако, помимо воровства, он не брезгует и грабежом, снял с человека часы. По мере развития сюжета мы видим, что он умный и легко всему обучается. То есть, возможно, из-за отсутствия высшего образования работы для него не нашлось, да и на неквалифицированную работу его не брали. Как-то комично показано, как он ко всем просится, ни с того ни с сего, будто отчаялся. И в итоге он пошел на мелкие преступления, а кровавые репортажи, за которые хорошо платят, логичное продолжение этой цепочки. Вроде как бандит нашел себе работу. Или придумал даже. Да, неофициальную, темную какую-то, но, например, он не боится говорить о ней с полицией. Она как бы легальная в какой-то степени. Почти в финале Луис отправляет напарника
сделать видеосъемку преступника в перевернувшемся авто, зная, что преступник жив и с оружием, а сам отступает и готов запечатлеть смерть напарника. Умирающий мигрант-напарник произносит: «Ты безумец, ты псих». А почему напарник мигрант? В фильме об этом не говорится. Вроде бы. Я не помню такого. Он сказал, что вырос там, и имя у него вроде как Ричард. Я думаю, он местный. Его ошибка была в том, что он обнаглел. Попросил много денег, а когда пришло время работать, стал отказываться. Потому что боялся, что его убьют. На самом деле ничего особенного в таком непрофессионализме нет. Надо было его просто уволить. Но главный герой разозлился и решил его проучить. В финале он с самодовольной улыбкой наставляет новых кандидатов-стажеров. Бизнес расширяется, и неважно, какую цену пришлось заплатить за это. Какое время, такие герои. Всем здоровья и удачи. На сегодня все. Всем пока.